Знаем о том, что в физике используется система Си, система интернациональная. Длина измеряется в основном эталоном метр, время измеряется в секундах. Эти величины являются основными, но вспомогательными величинами может быть для длины, для размеров километры, могут быть указаны метры, указаны сантиметры. Это сотая часть метра, может быть указаны миллиметры. Секунды тоже являются основными величинами, но для того, чтобы их модифицировать, может быть указано и сутки, час, минута, секунда, десятая секунда, сотая секунда и так далее. Но основное является величины метра и секунда, относительно их можно ориентироваться, какую можно выбрать. Для измерения углов используется два направления. Первое направление меряют в градусах. 1 градус равен 60 минутам, 1 минута равна 60 секундах. И кроме этого еще есть измерение в радианах, где я сразу напишу, что 2π радиан. Это все равно, что у нас 360 градусов. Для измерения величин углов существуют не только сами градусы, а их отношения, их соответствующие значения. Можно мерить эти углы по соответствующим значениям сторон треугольника. Я сейчас нарисую прямоугольный треугольник и посмотрим, каким образом можно это дело осуществить. Прямоугольный треугольник – это вот здесь угол 90 градусов у нас будет. Позначим его АБЦ. Это катеты, это гипотенуза. Обозначим маленькими буквами катеты и гипотенузу для того, чтобы провести некоторые операции по определению других значений углов. Эта гипотенуза обозначается С, один катет обозначили А, другой катет обозначили Б. А – это длина этого катета, Б – длина, понятно, катета С. С – длина гипотенузы. И посмотрим, каким образом вот это значение угла альфа можно определить через вот эти катеты. Помним заодно и теорему Пифагора, которая говорит о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов, но пока мы этим немножко позже, так сказать, укажем, где ее можно будет использовать и как она будет выглядеть. Но отношение противоположного катета в прямоугольном треугольнике к его гипотенузе, если А разделить на С, мы получим значение, которое определяется, и определили его как синус угла альфа. Отношение прилежащего катета к гипотенузе С, катета Б к гипотенузе С, определили как косинус угла альфа. Кроме этого, есть еще другие отношения. Может быть отношение противоположного катета к прилежащему катету. А разделить на Б, и это определили как тангенс угла альфа. Тангенс угла альфа можно его определить как синус альфа делить на косинус альфа. И откуда его это взялось? Очень просто. Что такое синус альфа? Это А делить на С. Косинус альфа – это Б делить на С. Мы эту многоэтажную дробь превратим в более, так сказать, понятную. В А уходит числитель, С уходит знаменатель, Б остается в знаменателе, а его С, вот это С уходит числитель. С сократилось, мы получили, что А делить на Б – это тангенс альфа. Противоположное значение тангенсу альфа есть котангенс альфа. Котангенс альфа – это будет отношение наоборот. Угла Б прилежащего катета к противоположному. Естественно, это выглядит как котангенс альфа равен как косинус альфа делить на синус альфа. Если посмотреть на эти два выражения тангенс альфа и котангенс альфа, можно сразу определить вот такие критичные какие-то значения. Когда косинус альфа равен нулю, котангенса не существует, а тангенса не существует. Когда для котангенса, когда синус альфа равен нулю, тогда котангенса не существует, потому что, понятно, 0 на 0 деления нельзя. Посмотрим более детально, каким образом меняется значение углов. То есть мы сейчас не по конкретным значениям будем смотреть вот косинуса и синуса, будем смотреть их значения положительные и отрицательные. Как оно будет выглядеть. Для этого возьмем и на координатной плоскости, где указано x, y, вот это ось x, 0, его положительная ось плюс бесконечность. И ось y, тоже положительная полуось, плюс бесконечность. Это y, вот эта часть отрицательная, пишем минус бесконечность. А это для x отрицательная полуось, тоже минус бесконечность напишем. И проведем единичную окружность, то есть радиус, который равен единице. Вот эта единичная окружность, она очень много будет помогать нам для того, чтобы определять знаки вот этих всех функций косинуса, синуса, и других тангенса, котангенса, чтобы не ошибиться. Проведем радиус в этой единичной окружности. Вот это радиус единичной окружности, радиус. И мы определим, что r равно единице. В таком случае радиус касается
в этой точке оси X это тоже единица, будем говорить положительная плюс единица. Точки оси Y в этой части это будет положительная плюс единица. Оси X в этой части это будет отрицательная минус единица по координатной оси. И, естественно, здесь Y тоже будет минус единица. С точки зрения значения углов, поскольку это четвертая часть 360 градусов, вот это угол у нас будет 90 градусов, потому что координатные оси у нас строятся под прямым углом. Это 90 градусов, это 180 градусов, развернутый угол. Это 270 градусов. И это понятно, если радиус провести полностью и провести в этой точке полный делать оборот, это будет 360 градусов. Понятно, с нуля градусов. Параллельно этим можно указать, какие значения радиана здесь. Если 90 градусов это у нас угол π на 2, 180 градусов это у нас значение π, 270 градусов это точка, это значение 3/2 π, и 360 градусов это 2π. Чем интересна единичная окружность? Она вот чем интересна, что если вот это у нас есть угол альфа, и опустить на оси X и ось Y, на ось ординат ось Y, опустить перпендикуляры под прямым углом, ну, под прямым углом постараемся опустить перпендикуляры. Скажем, точка B здесь, это радиус ОА, точка B, точка С. Это прямые углы вот с этой стороны. Мы получили прямоугольник, сторона АБ равна стороне СО. Здесь сторона СА, или АС напишем, равна стороне ОБ. То есть прямоугольник. В этом возьмем треугольник, рассмотрим треугольник вот этот АОБ. В треугольнике АОБ посмотрим значение, которое мы определили вот в этом треугольнике. Синус кута угла альфа и косинуса угла альфа. Зная о том, что синус – это отношение противоположного катета к гипотенузе, можем написать, что синус угла альфа равен отношению АБ делить на АО. То есть либо АБ делить на радиус. А радиус у нас равен единице. Поэтому мы просто можем написать, что синус угла альфа равен значению АБ. Но АБ равно значению ОС. То есть оказывается, что для того, чтобы в единичном окружности увидеть значение синуса, мы должны спроектировать угол, поставить его таким образом, чтобы одна сторона была по оси X, другая сторона произвольно. И мы проектируем, опускаем перпендикулярно ось Y и видим, что вот это у нас получается значение синуса. А значение косинуса альфа чему равно? Это прилежащий катет делим на гипотенузу. Прилежащий катет равен ОБ делим на гипотенузу АО. Естественно, делим ОБ, делим на радиус. А радиус у нас равен единице. То есть у нас получается косинус просто равен значению ОБ. Другими словами говоря о том, что мы сразу увидели, вот эта ось X является осью косинусов, а ось Y у нас является осью синусов. Где бы у нас не был расположен сейчас этот радиус, если мы его поворачиваем, мы всегда можем определить, какие у нас будут значения косинуса и синуса. Например, мы повернули вот на такой угол. В данном случае напишу А вроде бы как. Как определить, какие значения косинуса и синуса? Очень просто. Опускаем перпендикуляры на ось X, на ось абсцисс и на ось ординат. Вот мы опустили. Мы взяли угол, например. И вот значение этого угла, который находится между 90 и 180 градусов, синус у него вот здесь он положительный, а косинус, естественно, попадает на отрицательную область. Косинус будет отрицательный. И таким образом можно любое положение радиуса в этой единичной окружности определить, какие у нас значения будут косинуса и синуса. То есть я пока не говорю об величине, можно определить величину, но будем говорить пока только о знаке. Радиус находится между 180 градусами и 270 градусов. Это значит, что угол у нас больше 180 градусов, но меньше, чем 270 градусов. В данном случае тоже опускаем перпендикуляры на ось X и опускаем перпендикуляр на ось Y. Что мы получили? Значение косинуса находится в отрицательной области этого угла. И значение синуса находится, тут же синус у нас отрицательный, от 0 до минус единицы. То есть в данном случае косинус и синус у нас будут оба отрицательные. Если мы здесь проведем тоже угол, мы будем видеть, какие будут иметь знаки косинус и синус. Мы провели сюда, значит, в данном случае, опустив перпендикуляр на ось Y, мы получаем значение отрицательное, а опустив перпендикуляр на ось X, получаем положительное. То есть в данном случае для этого угла, для вот этого, я еще раз намного больше нарисую, вот так. Для этого угла у нас будет косинус положительный, а синус будет отрицательный. Другими словами говоря, единичная окружность сразу может показать, каким образом являются какие знаки, чтобы их не перепутать. Если угол
первой части, в первом квадранте. Значит, вот у нас будет и косинус положительный, и синус будет положительный. Оба положительные. Если он находится угол между 90 градусом и 180 градусом во втором квадранте, то есть у нас будет здесь косинус, видите, отрицательный, синус будет положительный. Косинус будет положительный. В третьем у нас косинус и синус угла будет оба отрицательные. Косинус отрицательный и синус будет отрицательный. И когда в четвертом, где у нас угол находится между 270 градусами и 360 градусов, у нас будет синус отрицательный, и косинус будет положительный. Косинус положительный, синус отрицательный. Мы можем для конкретных углов просто написать, какие будут значения. Например, когда угол равен нулю, радиус лежит по оси x. То есть для угла альфа равно нулю напишем. У него получается проекция на ось y равна нулю, то есть синус равен нулю, а косинус будет максимальное значение, равен плюс единице. Ну, можно не писать плюс, но я плюс на всякий случай написал, чтобы было понятно, что это действительно положительно. Когда угол равен 90 градусов, повернут, получается радиус лежит на оси y, проекция его на ось x будет 0. То есть косинус равен нулю. То есть угол альфа равен 90 градусов, косинус равен нулю, а вот синус будет иметь значение максимальное. Синус равен плюс единице. Для 180 градусов, когда будет развернутый угол, естественно, радиус, когда находится здесь, проекция на ось синусов, на ось y будет равна нулю. Значит, синус равен нулю, а косинус равен минус единице, потому что находится в этой точке. Ну и когда 270 градусов угол, у нас получается, что проекция на ось y дает нас отрицательное значение, а на ось x положительное значение. X 270 градусов здесь. Когда y равно 270 градусов, тогда проекция на ось x равна нулю полностью, потому что совпадает с осью y. А y будет минус единица. То есть синус у нас будет равен минус единице, и косинус равен нулю. Ну, естественно, в этой части уже, когда угол альфа равен 360 градусов, все равно, что полный оборот угол 0, то есть в данном случае это совпадает с нулем, то есть синус равен нулю, а косинус равен единице. Я еще раз хочу подчеркнуть, что значения синуса и косинуса не выходят за пределы единицы, они не выходят за пределы единичной окружности. Может быть, где-то только равны единице, либо минус единице. По модулю они всегда не больше единицы или равны единице. Проекция этого радиуса, который мы будем обходить по этому кругу, она показывает о том, что максимальное значение косинуса может быть плюс единица, если положительное значение. Отрицательное значение минус единица. Но по модулю, имеется в виду, если взять минус единицу по модулю, это тоже единица. Y таким же точно образом. То есть они не выходят за пределы значения по модулю 1. Либо плюс 1, либо минус 1. И косинус, и синус. Дальше посмотрим дополнительно, в следующем уроке посмотрим дополнительные возможности посмотреть, как будет выглядеть значение тангенса угла и котангенса угла.